Уже хорошо знакомый вам кремлевский мастер-кондитер Светлана из города Казани сегодня приготовит нам... Что это такое все красивое на столе у вас стоит? Как называется, что мы сегодня будем готовить? Здравствуйте! Сегодня будем готовить песочный пирог. Сейчас песочное тесто. Пирог называется чай-балиш. Я вижу, что здесь все то, что обычно подают на татарском столе к чаю. И курага, и чернослив, и лимон, и даже как-то сюда попал апельсин. Ну, сливочное масло. Не бывает татарской кухни без сливочного масла. Начинайте, пожалуйста. Так, все смешиваем мы. Так, масло. Это сколько было масла-то сливочного? Здесь идет на один пирог, мы сделали масло 200 грамм. Так, масло. А это была сметана? Второе, что пошло? Сметана. Сколько? Сметана 100 грамм. 2 яйца идет сюда. Разрыхлитель, соль, сметана, масло сливочное, яйца. Давайте. 80 граммов сахара, немного соли, немного разрыхлителя. Так, вот. И перемешать все вот это вот масло, сметану, в общем, всю жидкую часть перемешивается. И теперь добавляете муку. Я вижу, что как по ложечке, а что, сразу нельзя досыпать? Нельзя. Почему? Также мука может быть либо сухая, либо мокрая. Она бывает разная. И надо сначала почувствовать тесто. Понятно. Так что Светлана, будем вот я ловить. вижу здесь чернослив и курага, и здесь вот что-то такое тоже, какие-то пасты. Это что это? Откуда это? Это из чего вы сделали? Это чернослив и курага провернуты через мясорубку. Чуть добавили сахар. Лимон тоже. А в лимончик мы кладем апельсин, чтобы так ароматнее было. То есть вы лимон пропустили через мясорубку? Да. Ну, я видел, как она это делала. Значит, лимон разрезали по таким крупным долькам. Убрали Из него, косточки, разумеется, убрали да. все косточки. Да, убрали все такие крупные белые прожилки. Да, и только после этого его пропустили через мясорубку. И точно так же поступили с апельсином. То есть вот эта смесь лимона и апельсина прокручена через мясорубку. Значит, чернослив иногда попадается влажный, иногда попадается сухой. Да? И если сухой, то у вас вот такая паста получится, что совершенно не пластичная. Она долила сюда немного воды, и осталось только перемешать, и паста получится, вот эта вот паста из чернослива, паста примет такую консистенцию, которая удобно уляжется в пироге. Мы готовим трехэтажный, можете себе представить, пирог, в котором будет сахар, в котором будет лимон, а какой чай без лимона? И чернослив, и курага. Одним словом, все, что любят поставить на татарский стол к чаю. А здесь все в одном куске пирога. Что, все, тесто готово. Сейчас мы его объединим, Так быстро? замесим. Так, тесто должно отдохнуть. Вот так. Мы готовим сейчас начинки, значит, чуть-чуть сахара. То, что через мясорубку прикрутили, кладем Ну, сахар. наверное, стоит попробовать, да? Бывает чернослив послаще, бывает покислее. И для того, чтобы сбалансировать вкус, почему бы не использовать сахар, собственно говоря? Да, кому? Ведь курага тоже бывает довольно кисленькая, да? Бывает прям сладкая, сахарная. Разное бывает. Будем тесто раскатывать. И я вижу, вы уже поделили, да, тесто? Да, тесто поделили у нас на 4 куска. Один большой, один средний и 2 маленьких. В новой книге о татарской кухне, Светлана, я напишу все еще подробнее. Я вижу, я наблюдаю, как вы работаете.
Я вижу очень много тонкостей. Благодарю вас за то, что вы это показываете. Но если вы будете еще что-нибудь рассказывать, то будет еще интереснее. Получится еще интереснее. Большая ли у вас семья? Семья большая. 2 сына, 2 внучки-близняшки, муж. Ну, вот, Мальчишки, ну и как девчонки. внуки любят то, что бабушка готовит? Пока им мама не разрешает. Мама пока не разрешает. Все без сахара надо кушать. Вот так и вегетарианцы получаются. Да. Без сахара. Везде сахар присутствует. Люди, товарищи, граждане, господа, дамы, слушайте внимательно. Сахар присутствует везде в той или иной форме. Мед ли это, не знаю, там, вот фрукты любые. Тесто тоже содержит вещества, которые можно отнести к группе сахаров. Например, крахмал. И это крахмал в картошке, и в рисе там, и так далее. То есть это все действует на наш организм одинаково. И я все время хочу спросить, вот те люди, которые говорят, ой, масло часто у меня поджелудочная железа, ой, это вредно, там, то вредно. Они что, 200 лет хотят прожить, что ли? Я готов с ними посоревноваться. Псевдонаучные теории о том, что о каком-то там здоровом питании, они все не выдерживают никакой критики. Как это так? То детям надо давать в том числе и сладкое, потому что сладкое насыщает быстрее всего. Все народы во всем мире заканчивают обед в конце что-то сладкое. Для чего? Сладкое моментально поступает, значит, в кровь, моментально поступает в мозг сигнал, что все, хватит, больше кушать не надо. Не надо считать, что вот кто-то теперь вот родился, там, не знаю, там 30 лет назад, 40 лет назад, и умнее всего человечества, которое накапливало знания о еде десятками тысяч лет. Понимаете, вот мука, с которой мы готовим сегодня хлеб, с которой готовим пироги, там, с которой готовим много чего. Пельмени, манты, хинкали, что хотите, мы без муки жить не можем. Эта мука появилась, вообще эти злаки, там, такие как пшеница, появились там 15-20 тысяч лет назад. Причем одновременно они появились, как начали выращиваться культурно. В Африке, в Капетдаге, это предгорье, значит, это между Туркменией и Ираном, Капетдаг, вот там, и где-то в Малой Азии, вон там, между Турцией и Сирией. Кто-то мясо говорит, ой, вот мясо вредное, там, значит, там, масло вредное. Оливковое масло жарить нельзя. Какую только чушь не наговорят люди. Где вы это слушаете? Зачем вы это слушаете? Кушайте вкусную, красивую еду. Посмотрите, но это же чудо то, что она делает. Понимаете? И как можно отказываться от такой еды? А? Как можно детей лишать такой еды? Мама не дает детям сладкого. Это не ее дело. Это не ее дело, это наше дело. Меня однажды позвали на телевизионную программу к Андрею Малахову, давно это было, там, не знаю, лет 12. И туда привезли одну женщину, да как ее женщиной называть, дуру, которая, значит, говорила, что она питается солнцем. И, мол, дети ее питаются солнцем. А перед программой, там, где вот, носик пудрят, переодеваются и так далее, я смотрю, что эти дети едят кукурузные хлопья вот так вот горстями жрут. И эти дети какие-то пухлые, и они уже в прыщиках все. И она рассказывает, я, говорит, варю им солнечный супчик. Я, значит, натру на терке морковку, лук, там, картошку, там еще, в общем, закладывает это в термос, заливает кипятком, вот это, говорит, постоит, и они вот это так кушают, так кушают. Да, конечно, они это будут кушать, потому что ты же им ничего другого не даешь. Этим детям котлеты надо дать. Этим детям надо дать макароны, в конце концов. Этим детям можно дать вот такой кусочек пирога. И они будут здоровые. Они вырастут нормальными людьми. А эта дура калечит своих детей, там 5 или 6 мужей у нее, там дети от всех разных мужиков. И на что смотрят эти мужики? Она сама от такого питания выглядит вот не как Светлана и не как я, как свинья выглядела. Пусть хочет, на меня в суд подает. Психбольных переубедить невозможно. Их надо лечить. А таких, которые калечат своих детей, надо лечить принудительно.
Вот сама что хочешь кушай, а детям дай нормальное питание, либо лиши родительских прав. Я там не про вашу сноху говорю, но вообще говорю, что очень многие, к сожалению, родители не смотрят за питанием своих детей. А потом эти дети, на самом деле, у них там в 30 лет сахарный диабет, у них там в 45 лет инфаркт, что хочешь. Извините, погорячился. Посмотрите, как Светлана защипывает, потому что вот эти защипы татарских пирогов – это то, чему надо учиться и еще раз учиться. Как завещал дедушка Ленин, который тоже учился здесь, в Казани, но не доучился. Советую всем студентам учиться хорошо, кушать хорошо и учиться хорошо. И эти знания все очень помогают мне в изучении кулинарии, потому что зачастую даже очень высокопрофессиональные кулинары, но объяснить, почему надо готовить именно так, не могут. Им этого и не надо. Они передают друг другу знания вот из рук в руки. А моя задача – распространять эти знания среди людей, среди огромных масс людей, которые, может быть, вот так вот не постоят, как я, над душой Светланы. И они должны тоже научиться готовить хорошую, вкусную еду. Потому что хорошую, вкусную еду заслуживает каждый человек, который честно трудится. Сделать из этих вот ингредиентов, из кураги, еще на сливу, можно же так было съесть, да? И из этого теста можно было бы сделать простые пряники. И вот так вот съесть тоже можно было бы чай. Но ведь пирог вкуснее, ведь пирог радует душу. Поэтому хороший повар, вот такой, как Светлана, может сейчас объяснить, что это такое. Что это вы здесь принесли? Чтобы пирог не был пустым, как будто он тут. В общем, мы сюда кладем, делаем крошку, это значит сахар, масло и мука. Сахар, масло и мука. И затирается вот такая крошка. А вы не мажете повидлом? А я вам советую, в следующий раз помажьте повидлом, попробуйте. Может быть, еще интереснее будет. В общем, крошкой посыпают, и тесто готовится как-то поправильнее. Да, и эта крошка из сахара, муки и масла, она довольно вкусная. Я про мою бабушку говорю. Моя бабушка сыпала вот так вот столько. Уследила, чтобы я все съел. Да. И ничего. Вот это тоже все. И ничего, я не вырос жирным. Да? Пойдем в печку. Пойдемте в духовку. Давайте только скажем нашим дорогим зрителям, сколько минут, какая температура. 160, 30, 35, смотри, там, как у кого печка какая. Понятно все? От 30 минут. Светлана, спасибо. Мы пока пойдем пирог поставим, чай попьем, поговорим, а вы посмотрите немножко рекламу. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета,
ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сберспасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Дорогие друзья, прежде чем подавать чай Борис, он должен остыть. Подают его холодным, но зато с горячим чаем и с горячим сердцем, от всей души. Ашларыгыз, камле был сын.